Так, с парт 1 мы закончили, переходим в парт 2. Здесь мы переключаемся на 30 FPS. Парт 2 у нас начинается с кошмара. В кошмаре у нас основным методом мувмента будут кувырки. Там влево или вправо, но я обычно кувыркаюсь вправо всегда. Ну, в принципе, это не важно. Собственно, почему кувырки? Как вы можете видеть, множитель замедления времени в кошмаре всегда 0,7, и замедление времени от кувырков на это никак не влияет. Поэтому кувыркаемся мы всегда с одинаковой скоростью, и это получается быстрее, чем просто бег. Также есть такой момент, вот если вы можете зажимать кувырок на кнопку Shoot Dodge, и Макс у вас будет постоянно кувыркаться, то есть в первый же фрейм, когда он сможет кувыркнуться, он будет делать кувырок. Либо вы можете кувыркаться на кнопку прыжка, прожимая ее в тайминг. На кнопку Shoot Dodge тоже можно прожимать в тайминг, и на самом деле прожимать в тайминг быстрее, чем просто зажимать кнопку Shoot Dodge. Почему быстрее? Потому что вот когда Макс завершает уже анимацию кувырка, у него есть такая дополнительная тоже анимация проскальзывания. Это видно по облачкам пыли, которые он оставляет. Вот эти вот два последних облачка пыли, мы их скипаем, если мы зажимаем кнопку Shoot Dodge. А если мы в тайминг будем нажимать, то мы как бы вот это проскальзывание будем ловить и, соответственно, будем проходить чуть больше дистанции за один кувырок. То есть это чуть выгоднее. Поэтому следует всегда кувыркаться именно в тайминг. То есть видим вот эти вот облачка пыли и нажимаем на кувырок. Собственно, лабиринт довольно простой. Нам всегда нужно будет поворачивать налево. Ну, из-за того, что я поворачиваю, точнее, из-за того, что я разворачиваюсь на 90 градусов для того, чтобы кувыркаться, будет казаться, что я всегда поворачиваю направо. Ну, короче говоря, кувыркаемся вот сюда. Да, вот здесь, когда нам нужно такой небольшой угол срезать, можно также зажать кнопку вперед, то есть в кувырке. То есть это будет как бы немножко боковой кувырок, диагональный. И дальше продолжаем кувыркаться вот сюда. Здесь тоже можно вперед зажать. Кувыркаемся, кувыркаемся, кувыркаемся. Значит, вот здесь желательно, если мы остановились где-то вот на этом углу. И с этого места мы можем сделать вот так вот один кувырок. Можно чуть-чуть притормозить трением о стену. Собственно, зачем нужно тормозить? Давайте я покажу триггер. Вот этот вот голубой триггер, в него нежелательно заходить, потому что он активирует катсцену. Мы его можем скипнуть просто прыжком, вот так вот диагонально. Поэтому нужно быть очень аккуратным и не кувыркнуться вот прям в этот триггер. Иногда бывает так, что вы заканчиваете предпоследний кувырок где-то вот здесь. И, соответственно, для того, чтобы вам последний кувырок сделать и при этом не угодить вот в этот триггер, вам нужно будет как-то зажимать, допустим, противоположное направление, то есть влево, для того, чтобы не угодить в этот триггер. Да, напоминаю, что у вас есть R-контроль в кувырках, то есть вы можете кувыркаться. Допустим, если я зажму в кувырке вправо, зажму кнопку влево, то у меня кувырок будет чуть медленнее. То есть меньше дистанцию я пройду. Так, значит, диагональным прыжком постараемся попасть вот на эти перила. Дальше еще один прыжок. Давайте я триггер оффну. И последним кувырком мы стараемся залезть на вот эти вот перила. Соскальзываем с перил. Делаем кувырок вот сюда. И на углу мы уже зажимаем кнопку Shoot Dodge для того, чтобы делать непрерывные кувырки. Потому что именно вот таким способом нам хватит как раз дистанции для того, чтобы идеально оказаться на углу вот этого кровавого следа. Да, кровавые следы выглядят очень необычно с включенным родительским контролем. То есть он убирает всю кровь. Правда, почему-то до сих пор идет кровавый снег. Ну да ладно. Собственно, да, рекомендуется зажимать кнопку Shoot Dodge для того, чтобы вот эту позицию хорошую занять. Дальше. Проще всего будет преодолеть пропасть прыжком, но это чуть медленнее. Можно преодолеть кувырком также. Но будьте здесь очень аккуратны. Новички здесь очень часто падают. И также мы преодолеваем вот эту дистанцию тоже одним кувырком, но здесь уже
скорее всего, вам нужно будет тоже воспользоваться R-контролем и зажать кнопку влево для того, чтобы Макс не перелетел. Так, можно даже здесь вот засейвиться. И последний кувырок, и по сути все. Вот мы весь лабиринт скипнули. Значит, вот здесь мы проходим вот сюда, и здесь нужно сделать 4 кувырка. Раз, два, 3, 4. И мы уже почти подошли к концу уровня. Для того, чтобы нам наложить катсцены одну на другую и тем самым быстрее завершить уровень, я рекомендую входить вот в этот дверной проем просто пешком и где-то вот ну, как раз в месте дверного проема делать один кувырок вправо для того, чтобы сразу дотронуться вот в кувырке до белой двери. Видите, вот у меня был сейчас двойной фейдаут экрана. То есть вот если я просто так войду, у меня фейдаут экрана нет. Но если я войду на кувырке, у меня Макс в кувырке преодолевает дистанцию, и вот у меня двойной фейдаут экрана. То есть мне удалось наложить катсцены одну на другую, и они закончатся быстрее. Значит, вот здесь, когда Макс стоит возле двери, если мы успешно наложили катсцены, стоим, ничего не делаем. Не отходим от двери, не подходим к ней, просто вот ничего не делаем. Убрали руки нахуй с клавиатуры. Да, потому что вот даже если вы паузу нажмете, то это второй раз активирует катсцену. Поэтому просто стоим и ничего не делаем. Ждем окончания уровня. Murderer! You killed her!